Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыл это видео и оказался на канале Таро Немо. Таро расклад, что скоро произойдет в вашей жизни, а возможно и неожиданно. То есть, конечно, если неожиданность, она где-то предполагает тот факт, что мы об этом не думаем. Вот, возможно, вы сейчас даже не предполагаете, не догадываетесь. А тут, тем не менее, как-то высшие силы или, скажем, обстоятельства вашей жизни повернутся таким образом, что вам придется думать о том, о чем сейчас даже и не думаете. Вот давайте с вами узнаем. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Ну и, конечно, узнаем, а к чему это все идет или к чему приготовиться. Просчитаем траекторию своей жизни или движения, активности, да, по крайней мере, с каким-то альтернативным вариантом. Наш расклад одинаково подойдет как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Любой возраст, неважен, все девочки. Итак, вначале краткая сигнификация, кто вы. В вашей жизни сейчас что вообще происходит? О ком сегодня нам расскажут карты? О, как все серьезно, старший аркан императора. Может быть, это у вас есть взаимодействие сейчас с конкретным человеком. У кого-то это будет касаться личных взаимоотношений. Ну, иногда это император-отец, например. Или пусть ваш партнер по браку. Конечно, по императору это мужчина ресурсный, безусловно. У кого-то банально это может быть как представитель закона, представитель власти, какой-то чиновник, вышестоящее лицо или, мои дорогие, руководитель. Может быть, у вас и есть какая-то точка взаимодействия с конкретным человеком. Ну и, понятно, есть ваши интересы. Ваши интересы, скорее всего, с учетом аркана император, будут говорить о том, что у вас есть свой интерес. Интерес, я имею в виду, ну, назовем это заинтересованность. Вы видите какую-то пользу от взаимодействия с этим человеком. Для кого-то это необходимость действительно по работе решить свой финансовый вопрос, то есть увеличить жалование или построить карьеру. Может быть, это личный бизнес у кого-то или ваше творчество, когда тоже, как партнер, может быть, по бизнесу, или есть конкретное лицо, пусть по личной жизни. Но мы говорили, ресурсный человек. Скорее всего, вы думаете тогда о том человеке, который все же обладает какими-то и полномочиями, ну и, безусловно, финансовыми ресурсами. Но и вы-то сейчас тоже находитесь, может быть, как знаете, в преддверии перемен, которые означают именно в плане финансов или в сфере финансов. Наверняка, потому что кто-то из вас мог уже получить, к примеру, с учетом пажа Пентакля предложение, или вы услышали какую-то новость недавно. Ну вот нам карта показывает, да, буквально, может быть, для кого-то из вас это приходится рассматривать вопрос поездки, переезда, вопрос встречи, важных каких-то контактов. Для кого-то это вы готовитесь буквально пойти в какую-то инстанцию и себя, может быть, мысленно готовите к какому-то разговору, как вы построите с этим человеком разговор именно в том ключе, чтобы для вас было больше плюсов. Ну вот я сказала, заинтересованность для вас что-то решить во благо себе, это хорошо. Но кто-то, может, меня все же смотрит, люди, и у каждого сейчас что-то свое в судьбе происходит, да? Это могло быть известие от конкретного человека, когда он вам что-то сообщил. Может быть, у него там что-то меняется, да, мы ведь об этом тоже не знаем. Возможно, он получил также, как бы, или побудительный момент к тому, что у человека что-то поменялось, он получил тоже какое-то известие. Или, может быть, он построил некоторые планы, понятно, для самого себя, тут император без планов не бывает. Но, видимо, есть какая-то такая деталь, он вам об этом может и не говорить, кстати, что, может быть, послужило таким побудительным мотивом что-то переиграть, изменить. То есть вот тут вот двояко. И тем не менее, пентакливые карты, мои дорогие. Интерес именно финансовый. А вот так, семерка мечей. Понятно, что вы, как и сами, можете допускать, что меня могут обманывать. Со мной могут какую-то нечестную игру вести. Хотя вроде бы император, правда, все должно быть по закону, все должно быть четко. Или, по крайней мере,
Ну, проговорено основательно, потому что организация тут идет, да, организация жизни, организация дела или какого-то процесса, организация встречи, в конце концов, так тоже может быть, да. Но мы ведь о вас смотрим, говорим, поэтому по семерке мечей я не могу сказать, что вы расслабились. Скорее всего, вот основной момент, что будет отличать, почему вы открыли это видео, подойдет это ли вам видео, что то, что вам или предложено, услышано, то, что вы узнали, то, что к вам вроде бы идет как какая-то возможность или вариант, или как весть от человека, вы ее воспринимаете двояко, 50 на 50. С одной стороны, есть ну, какой-то пункт, когда вы видите для себя возможные плюсы, давайте так вот скажем, обтекаемо возможные, да, потому что по этой карте, да, хитрости и обмана, карта вора, хотя не прописано ни в одной колоде. Но ведь и есть в этой колоде точно такое же значение «забрать свое», я часто говорю об этом. И практически в большинстве колод именно «забрать свое» прорисован этот момент. Как правило, люди, 7 мечей, да, карта называется, но человек забирает именно 5. 2 он как будто оставляет. Вот на стене эти 2 меча проходят мимо, причем крадется. Всегда есть такой момент, когда либо темно, либо это что-то такое в тайне. И понятно, что мы как в тайне можем ожидать от оппонента, что или даже, пусть это не преднамеренный какой-то обман, а мы можем допускать, вот вы сейчас можете допускать тоже. Вот вы реалист сейчас, да, вам нужно организовать свою жизнь, если мы говорим. Вы ведь тоже достаточно ресурсны. Император, даже если меня девочки смотрят, может быть, и есть и мужчина, да, конкретный человек, с которым вы планируете взаимодействие дальше. Но, ну и вы-то сейчас в таких энергиях. Мои дорогие мужчины, и вы ведь тоже сейчас сильны. Но, может быть, как раз сила ваша в том, пройти по ситуации. Даже при всем при том, что мы понимаем, ну, может быть, элемент недосказанности, или мы понимаем элемент интересов чужих, но есть и наши какие-то приоритеты, или, по крайней мере, на какой-то процент. Вот эта ситуация, она может каким-то образом повернуться раз вот так, что, ну, для вас бонусов будет больше, нежели минусов. Вот, может быть, поэтому вы открыли видео как неожиданности какие-то и пытаетесь просчитать, так а на самом деле, стоит ли мне это вот доверять? Доверять человеку, доверять предложению. Как мне оценить ту новость, которую, может быть, неожиданно вы услышали недавно? Или пусть это, ну, может быть, сегодня буквально, может быть, днями раньше. Но вот нам говорят, что своя какая-то стратегия в вас тоже присутствует. Стало быть, может быть, вы просчитываете или мысленно проигрываете все варианты, когда, ну, допустим, да, мы встретились, какой-то важный диалог состоялся. Но я для примера говорю, тут это перекладывайте на ту сферу жизни, где это у вас откликается. Но вот и вы-то ведь предполагаете, что в любой момент, это, знаете, отчасти игра вслепую. То есть в любой момент что-то может пойти не так. И вам придется, как, знаете, запасной аэродром, какой-то выход, метод искать. И я могу сказать, вы к нему готовы. Тут самое главное для себя сделать что-то хорошо. Что у вас еще расскажут карты? Вообще ведь очень добрые карты, мои дорогие. Посмотрите, десятка кубков. У кого-то действительно вопросы и финансов, и личной жизни. Ну, может быть, и некоторые темы, которые касаются даже любви и взаимоотношений, так или иначе, упираются вот в этот материализм, который касается или финансов, или, мои дорогие, составления, получения каких-то документов. Может быть, это когда нужно и подписи поставить, или что-то оформить нотариально, официально, когда больше уверенности, потому что организация сама по себе, как я говорила по карте император, имеется в виду, это мы, да, организовываем нашу жизнь. Но точно так же учреждения в плане организации. Может быть, у вас сейчас есть интерес именно ваш, когда вы даже допускаете, что у меня сейчас такая ситуация вибрирующая, что решается один какой-то пункт в моей жизни, но он очень такой важный. Следом за ним как будто потянутся все остальные сферы жизни. Может быть, решаете личную, и где-то решается и финансовая тема.
Может быть и тема даже связанная с поездкой, с переездом для кого-то из вас. Может быть это тема, которая связана с детьми по десятке кубков. А может быть это место вашего пребывания. Или вы планируете куда-то переместиться, и пусть это не очень далеко, а у кого-то наоборот очень, может быть и другая страна, другой город, другой менталитет. Но вот именно благополучие самой высшей октавы по десятке кубков и проходит. Вы к этому стремитесь организовать, по сути дела, свою жизнь для большего благополучия. Но давайте еще пару карт достанем. Что сейчас о вас скажут карты, почему вы открыли, может быть, этот расклад? Тройка кубков, карта праздника. Могу сказать, что, ну вот, знаете, это как предчувствие перемен. Может быть, в вашей душе это еще, знаете, как незримо, необъяснимо. Но внутри вас вы оптимист, это точно. Ну, собственно, раз выпадает первая карта император. Но и есть что-то такое, что вселяет надежды. Или то, что может говорить о том, что как вы все равно можете какое-то дело как бы осуществить, да. Или, ну, может быть, во взаимодействии с кем-то договориться. И для вас как словно какая-то преграда может нивелироваться. Или какая-то преграда как не спадает. Может быть, появляются новые возможности. Но иногда тройка кубков это как третье лишнее. И не обязательно это человек. У кого-то проиграется как человек. И сложные отношения, да. А у кого-то это может проиграться как третий фактор. И третий фактор это что угодно. Это законы, это какие-то внешние постулаты, положения, то, что принято в обществе. Так с чем это связано? Давайте узнаем. Опять же нам говорят. Вообще, посмотрите, вы стоите как на пороге каких-то перемен, которые будут касаться вашего благополучия. И правда, две вот эти карты, да еще и девятка пентаклей, для кого-то из вас, может быть, это вы сейчас как пытаетесь преодолеть сложную финансовую ситуацию, может быть, у кого-то платежи предстоят, у кого-то именно посредством финансов исполняется желание, да, и оно связано с домом, с семьей, вот такое может быть. Ну и взаимоотношениями тоже, но где-то оформление все равно. Опять же, организация. Но в вашей жизни это действительно, если вы открыли это видео и чувствуете, что есть процент для меня вот в том, что я задумал или задумала, есть процент со знаком плюс. И, может быть, вот та реальность, когда мы ведь говорили с семеркой мечей, вы как готовы отступить, если вдруг что-то совершенно не вписывается в рамки вами допустимых границ. А тут, скорее всего, есть границы, потому что аркан император имеется в виду, ну, может быть, и буквально у кого-то границы, вы ждете документы, кстати, да, вот такое тоже может быть, визы. Но для кого-то это ваше личное. Приоритеты, которые вы тоже себе как обозначили границы. Вот я буду взаимодействовать до определенной поры. Или я буду взаимодействовать, когда мне будут откликаться. Вы сейчас более чем реально смотрите на любую ситуацию. Но я могу предположить, аркан повешенный. Вы готовы словно за что-то зацепиться. Зацепиться, ухватиться, чтобы для вас вот есть какая-то тема, долгое время неразрешимая. Или, может быть, есть какой-то вопрос, который вам, тем не менее, все равно, ну, вот что-то глобальное для вас. Все-таки это старший аркан. Может быть, это у кого-то прежде отношения, или пусть это вопрос по работе, или пусть это связано с документами и оформлениями. Так вот, раньше вы этого сделать не могли. В силу разных причин, может быть, третьих факторов или чьих-либо отказов. А вот теперь как будто лед тронулся. Поэтому и вы так и реально, с одной стороны, а с другой стороны и альтернативно. Вот сегодня люди собрались на нашем раскладе, которые готовы как раз что-то видоизменить. Но вполне могу предположить, что все-таки вы целенаправленно чего-то хотите получить. Вот что-то свое. Кстати, и вы сами где-то можете с семеркой мечей сейчас избирать такую тактику, стратегию. Нет, я сейчас буду хитрей. Вот именно альтернатива, но где-то мудрость. А вообще, кто знает, где заканчивается мудрость и начинается хитрость. Вот что о вас так вот откровенно нам сегодня рассказали карты. Кому это подходит, идем с вами дальше.
Так что же там скоро будет происходить в вашей жизни? Что скоро произойдет? Или нет, давайте так. Какие неожиданности вас ожидают? Что для вас неожиданно, внезапно? Вот так вот будет интереснее, наверное, да? Тут ведь явно есть какая-то интрига по сигнификации. Понятно, у каждого по-своему. Вот давайте рассмотрим. Что может быть в ближайшее время, в ближайшие дни, недели для вас будет, ну, совершенно неожиданно. Вы сейчас об этом не думаете. Вот тебе на 16-й аркан. Наверное, не случайно мы с вами задали вопрос. Вы узнаете какую-то новость, когда вам придется действовать. Вы знаете, вот кто остался смотреть дальше, наверное, это расклад для вас. Первая карта, которая вот именно неожиданности, а ведь это, по сути дела, трансформация, неожиданности. Смена как курса какого-то, смена порядка, смена даже, может быть, законов. Или смена вот того нашего, как прежнего периода жизни, и мы его не можем продолжать в каких-то прежних концепциях, в прежних, опять же, методах, или взаимодействие с конкретным человеком, потому что старший аркан будет говорить о том, что неожиданные люди будут менять планы. Неожиданно, может быть, вы услышите, как в средствах массовой информации совсем скоро какую-то новость. И ведь это карта отчасти скорости. Я часто говорю успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. У меня есть такая колода ангелов-хранителей. Там буквально ангел берет человека за руку и выводит из той башни, которая через несколько мгновений будет разрушена от удара молнии. Вот очень правильно просчитывать альтернативный вариант, хочется сказать, потому что совсем скоро будут какие-то перемены. С чем это связано? Что для вас неожиданно? А вот как раз и выпадает Паж Пентаклей, который говорит, что да, ты мог получить или могла какую-то новость недавно, и неважно, от человека, или это вы просто услышали как, ну, может быть, обсуждение какое-то, да, но тем не менее вы это приняли на свой счет или где-то зацепились за это. Так вот это будет продолжено. Вот то, что, может быть, вам интуитивно прежде ваша душа давала в виде подсказок, здесь действительно будет реальный компонент, который происходит в нашей реальной жизни. Именно либо по новостям, либо по документам, либо по конкретному человеку. Что неожиданно. А вот тройка Пентаклей говорит о том, что мы рассматриваем как раз новые варианты. Для кого-то из вас это может быть сопряжено с тем, что, может быть, и люди из вашего ближайшего окружения вам совсем скоро принесут какие-то вести, которые будут для вас обозначать как раз, что нужно что-то перестроить, переделать. Или как с учетом открывшихся каких-то тем новых, или пусть это будет информация, вам нужно и видоизменить свои планы, или перестроить, может быть, пересмотреть что-то по строкам, я такого тоже не исключаю. Для кого-то из вас, может быть, это как судьба, вот неожиданность будет в том, что вам действительно, может быть, и придется куда-то отправиться, и тогда будьте готовы, что вы можете оказаться среди новой общности людей. Для кого-то из вас это придется еще и язык изучать. Иногда по тройке Пентаклей идет и экзамен, ну буквально иногда экзамен жизни. Может быть, для кого-то из вас это экзамен, чтобы получить какой-то документ. Может быть, правильно какую-то анкету составить, будем говорить. Да, ну вот давайте переложим на то, что в вашей жизни сейчас происходит и в какую-то историю может вылиться. Поэтому, может быть, даже какую-то банальную, как анкету, бумагу вам придется составить и сделать это с учетом закона, к примеру. Потому что по башне это где-то предусмотрены законы в том числе. Башня – это всегда тоже какая-то структура, а в сигнификации у нас выпадал император. Поэтому тут как какая-то структура видоизменяется. И нам нужно каким-то образом адаптироваться, назовите, приспособиться. И может быть вот эта бумага, документ, сертификат, у кого-то виза. Вот и вы должны это получить и по максимуму как будто для себя сделать что-то хорошо, правильно и с учетом закона. Может быть, это будет говорить еще и о том, что у вас сейчас даже проходит какой-то экзамен, который касается, ну, такой своеобразный зачет или подтверждение квалификации. Вот кто-то, может быть, и сейчас как раз этим занимается. Подтверждение диплома, может быть, а почему нет?
И это касается работы. Одна из лучших карт колоде на деньги, на работу, все-таки денежная тема присутствует. Вот вам как будто совсем скоро из-за работы, из-за финансов последуют какие-то новости, информация. Или пусть это будет даже взаимодействие у кого-то через личную жизнь. Но все-таки, мои дорогие, вот этот опять же материализм, он присутствует. Или ваша заинтересованность финансовая, когда вы понимаете, да, действовать нужно по-другому. Но для меня явно в этом есть какие-то перспективы или есть ваш интерес, который вас как будто выведет на другую ступень возможностей по заработкам, к примеру, или буквально все-таки финансы, да, когда, ну, даже через построение карьеры, понятно, оклад, может быть, увеличивается, а для кого-то из вас это дополнительный доход. И я, кстати, не исключаю, что кто-то по вашему хобби. Может быть, это какая-то задумка, когда вы его будете монетизировать. Раньше вы этим занимались попросту, ради собственного любопытства, интереса, вдохновения. А здесь вы можете многое переиграть, что мне необходим вот этот доход. Почему я раньше об этом не думала или не думала? Или думала, но не предпринимала, допустим, ничего, да? И вам потребуется, мои дорогие, время на переосмысление. Тут какое-то доброе дело наспех все-таки не сделаешь. Но вам приготовьтесь к тому, что вам в ближайшее время, в зависимости от того, что вы услышите, нельзя это, знаете, как мимо пропустить. Или отмахнуться, сказать: «А, не, мне показалось». Следующая карта Паш Пентаклей, который говорит, и пажи, как мы говорим, вестники, но иногда это ученики. У кого-то это может быть, знаете, вот банально, кстати, Паш и тройка Пентаклей. Обучение может быть ребенка вашего. Или пусть это даже взрослый, да, ребенок вам скажет, что я иду учиться, меняю профессию, меняю специальность. Значит, то, что происходит в его жизни, каким-то образом, вот это будет для вас неожиданно. Поверьте, это как-то зацепит и вас. Вот у кого-то даже такой может быть компонент. И тут вот быстро мы что-то не сделаем. Но, видимо, от быстроты реакции, вот на услышанное, увиденное, вам, тем не менее, нужно себе как какой-то дополнительный путь создать, продумать до мелочей. Что же неожиданно, давайте еще один ряд достанем. А ведь и правда карта говорит, придется совершить или ряд мелких поездок, перемещений, может быть, важных встреч, а для кого-то из вас по шестерке мечей это дальняя дорога может быть. Или какой-то дальний маршрут, который касается, ну, я не исключаю, возможно, и денежного интереса, но это может быть еще и интерес где-то, я не могу сказать, что чисто по личной жизни. Нет, тут скорее будет идти работа. И тогда это будет возможность, может быть, как оформить какие-то документы или раскрыть свои таланты, или это как релокация офиса, или когда вот в том месте, где вы находитесь, вы не можете продолжать, допустим, свое творчество, свой бизнес, и вы рассматриваете другие варианты, где вы это сделать как раз можете. И карта заслуженного успеха говорит, что даже то, что у вас начинается с башни, неожиданно, трансформация, внезапные какие-то вести, они вас как подталкивают, мои дорогие, для того, чтобы вы как в нужном месте, в нужное время словно оказались. Вот нельзя вам какую-то неожиданную новость, неожиданное событие проигнорировать. Правда, не проигнорируйте, потому что для кого-то это как путь наверх. Может быть, это правда то, о чем вы думали по части переезда. Ехать, не ехать. Вот тут, скорее всего, ехать нужно. А те из вас, кто думает о вторичном доходе или заработке, или, может быть, это как работа на самого себя, ну, тогда тут действовать тоже нужно. Как и разузнавать. Ну, понятно, для начала у себя самого спросить, а чем вам нравится заниматься, что вы конкретно, может быть, умеете делать очень хорошо. И одновременно вам это приносит вдохновение, радость, потому что любое личное дело, творчество, оно граничит с тем, что нам это должно приносить вдохновение, нравится. И тогда мы не чувствуем, что мы, даже если у нас что-то не получается, мы не чувствуем, что мы как в заложниках оказались, если нам приходится 150 раз одно дело какое-то переделывать. Ну, это всегда, конечно, риском чревато, но, тем не менее, тут как будто ведь шестерка мечей тоже где-то говорит. К примеру, это пространство, эфир, интернет, у кого-то это дополнительное, может быть, ну, или работа, или заработок посредством интернет, новых цифровых технологий.
очень символично тенденциям и транзитам планетарным, да, Уран в Близнецах совсем скоро и на 7 лет. Э, Поэтому тут вы можете сами для себя настолько переиграть какие-то собственные планы. А тут еще в тему получить какую-то новость. И поверьте, это в вашей жизни происходит все не случайно. Тут, правда, сама судьба вас подталкивает, как будто с насиженного места немножко так это тронуться вперед. Ну, я аллегорически говорю. Для кого-то это будет означать, может быть, вопрос, который касается денег, работы, а может быть и не только. Может быть, это желание даже у кого-то путешествовать, да, и через путешествие узнавать мир или оказаться совершенно в другой где-то местности, тоже само желание. Но ведь всегда эта карта предусматривает мужество, потому что мы должны сделать первый шаг. Так вот, у вас рядом карта Луна. В неожиданностях, мои дорогие, карты вам о чем говорят? Вам как будто, может быть, придется. Вы так можете ощущать. Я делаю шаг в пустоту. Да, как ни странно, по аркану Луна у нас ведь проходят сумерки. Это то, что мы не видим. Дает нам этот аркан великолепную интуицию. Возможность рассматривать альтернативные как раз варианты и не отталкиваться только лишь от того, что, ну, как знаете, где-то на материальном уровне, да, вам этим придется заниматься, потому что аркан башня. Но если мы говорим, вот этот шаг первый, который требует мужества, он где-то сделан на основе наших предчувствий, вот как ни странно. Поэтому, может быть, даже карта говорит, что себя, конечно, обезопасить нужно, потому как это дело, тут именно, может быть, вот этот успех приходит к тем, кто сейчас находится на своей волне. Что я имею в виду? Когда вы надеетесь только сами на себя, когда вы умеете просчитывать те варианты, к примеру, как вопрос, а что я буду делать, когда сделать ничего нельзя. Или когда я окажусь один или одна в какой-то ситуации, смогу ли я выкрутиться из создавшегося положения. И, в принципе, аркан Луна тоже будет говорить, что тут скорее не будет каких-то помощников, да. Еще один старший аркан – сила, мои дорогие, сила критического мышления. То есть правильно видеть реальность и уметь, может быть, с кем-то договариваться. По аркану силы необходимость договариваться, необходимость рассматривать, может быть, те методы, о которых вы либо не думали, либо прежде отказались. Точно вы могли от чего-то отказаться. Может быть, и вам в последующем вы встанете перед таким серьезным выбором. Посмотрите, сколько старших арканов. И ведь все три карты, по сути дела, есть вы. Есть ваша сила. А с одной стороны, 1000 неопределенностей, но с другой стороны, и если это старший аркан, это обстоятельства, это решение людей, которые так или иначе оказывают влияние на вашу жизнь. И это не эфемерно, это вполне конкретно. В вашей жизни с учетом аркана башни есть что-то, то, что вы не можете отменить. Вы не можете отмахнуться. Опять же, вы не можете сказать «мне показалось». И это вот то, что приходит у вас или в вашу судьбу извне, чьи-то решения или сложившаяся обстановка вокруг вас. Она включает в себя сложный выбор. И выбор это всегда, да, и есть за, и есть против. И если мы выбираем что-то одно, один путь, траекторию, значит, от другого мы чего-то вынуждены отказаться. Я должна точно так же сказать, что 13-й старший аркан, надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. И опять же, если вспомним колоду ангелов-хранителей, там 13-й аркан просто называется «Отпускай». Вот вам есть что будет для вас важно и интересно, но есть и то, что вы будете отчетливо видеть. Но это не складывается, и в этом будет заключаться ваша победа. Вас карты все предупреждают, мои дорогие, быть готовым к тому, что да, в вашу жизнь идет какая-то возможность, но она на эту возможность даже не похожа. Нет как будто гарантий. Может быть, вы их очень хотите. Да, судьба для вас, может быть, шаг за шагом складывает такие события или ваше окружение,
когда вам приходится с кем-то взаимодействовать. Почему вот важно каждый шаг, да? Пусть он еще как будто на ощупь, или как будто мы исследуем вот эту непознанную землю без карты, да? Непонятно, к чему это приведет, непонятно, какая неожиданная новость еще поступит. Но, видимо, вот вы становитесь именно сильнее. И это не просто сила такая абстрактная, да? Имеется в виду, это сила воли, это сила мужества, это и желание, и умение себя как собрать воедино, когда вы понимаете, да, как бы мне, может быть, не хотелось где-то закрыть глаза и сказать, это нет, мне показалось. Но реалии они заставляют быть вот именно в моменте здесь и сейчас. Понимать, что вокруг происходят изменения. Не будет возврата к старому. Вот именно по обстановке, мои дорогие. Тут ведь нам 2 карты трансформации уже выпали. И вам, как ни странно, через вот эти трансформации, может быть, это в жизни вашей идет трансформация, и в жизни конкретного человека. Или в вашей уже жизни, нам ведь по сигнификации сказали тоже, сейчас как что-то будет меняться. Организация уже меняется, да? Может быть, меняются интересы, приоритеты, многое, судя по сигнификации, но точно так же это может быть связано с жизнью других людей. Тех людей, с кем вы сейчас взаимодействуете, поверьте. И именно, может быть, не только вы, но еще какой-то человек проходит эту трансформацию. Или та местность, где вы сейчас находитесь, но это тоже что-то трансформируются законы, или даже как меняется, может быть, менталитет в обществе. И это каким-то образом, может быть, и придется учитывать. Но самое главное, карта победителя. Как ни странно, да, через какие-то, может быть, тернии, но тем не менее к звездам вы идете. Всегда в колоде Таро 6 – это победа. И у вас 2 шестерки. Это карта заслуженного успеха, а это карта буквально победителя. Так что приготовьтесь. Видимо, какая-то новость, которую вы, может быть, и получили, или состоявшийся разговор, беседа, ну или в средствах массовой информации что-то вы услышали, пытаетесь сложить какой-то пазл. Скорее всего, не случайно вы обратили внимание именно на эту новость, или не случайно услышали, встретили какого-то человека, или состоялся диалог у кого-то по телефону, или, может быть, переписка. Итак, так что же скоро произойдет в вашей жизни? Давайте достанем еще один ряд. И вот карта нам и говорит, почему вам нужно быть буквально несколько как сам по себе, сама по себе, аркан отшельника. Это карта независимого человека. Но несмотря на то, что в нашем раскладе много пентаклевых карт, то есть это финансовый ваш интерес, мы уже об этом говорили, но отшельник, он не ставит во главу угла сами по себе деньги. Нет, ведь это дервиш. Это тот, который как философ жизни. Он для себя какой-то путь видит. Причем этот путь, он для него, именно лично для него важен. Другие не имеют значения. Вот вам, может быть, и придется где-то обходить острые углы, совершать вот такие мудрые беседы. Или, говоря с конкретным человеком, реально переосмыслять, как это может помочь вам. И, кстати, ваши оппоненты могут быть такие люди достаточно сложные. Возможно, вам, что скоро произойдет, вам придется договариваться даже с теми людьми, которых вы никогда не считали надежными. Вам придется с ними взаимодействовать. Может быть, они как раз вам приносят какую-то информацию, но поверьте, в этом есть рациональное зерно. Поэтому как бы бдительности мы не теряем. Но это действительно для вас открывает новые возможности. Всегда 3 жезлов, карта будущего. Что скоро произойдет. Поэтому в вашей жизни будет очень много еще в последующий период каких-то известий, новостей, решений других людей. И вам постоянно, это знаете, как придется словно балансировать между тем, что вы услышали, и реальностью. Вам приготовьтесь к тому, что вам придется искать достоверную информацию, перепроверять услышанное или искать дополнительные какие-то сведения, чтобы разобраться, насколько это нужно вам. Или насколько ваши позиции прочны. Или насколько вот этот запасной аэродром, вдруг оказавшись в какой-то спорной ситуации или моменте, как вы это можете выкрутиться? Выйти сухим из воды. Вот буквально так. Потому что, да, интерес есть.
И правильно работать с информацией вам придется. Но вот эта карта независимого человека. Как будто тут даже не должно вас цеплять, что говорят о вас люди. Отшельник, мудрец опять же, да? И если нам кто-то поет дифирамбы и что-то говорит даже приятное, будет важно не замечтаться. А если мы слышим что-то со знаком минус, или кто-то нам тут, говорит какую-то словесную гадость или чушь, но мы на это тоже не реагируем. Ему все равно, ему фиолетово, он мудрец, он понимает, человек несовершенен. И очень часто идет от воспитания человека, от способа мыслей, от интеллектуальных способностей, правда, и от множества каких-то факторов, которые даже, может быть, происходят в жизни человека, а когда не все же люди сильные, некоторые люди более слабые, и они дают волю своим чувствам, эмоциям, и, как правило, они пытаются других зацепить. Вот вы и с таким можете фактором тоже столкнуться, а для вас, как этот мудрец, абсолютная какая-то невозмутимость. Помните, мои дорогие, вы сейчас выходите из какого-то лабиринта, но как будто вы сами. А все, что происходит вокруг вас, это, знаете, как даже помощь судьбы, хочется сказать. Потому что, несмотря даже на какой-то хаос или неразбериха какая-то, тем не менее, все начинается, да, с хаоса, будем говорить. Так вот, для вас, тем не менее, и может отстроиться совершенно новое качество жизни, практически с нуля. Какой-то лабиринт, тем не менее, в вашей жизни закончится. И правда, то для вас, посмотрите, тройка жезлов, туз мечей и рыцарь пентаклей. Приготовьтесь к тому, что вы будете рассматривать какой-то вариант, который прежде бы вы не рассматривали. Вы можете совершать с каким-то человеком разговор, при этом понимая, что у человека есть четко свой интерес. Но еще раз повторюсь, будет интерес и ваш. Вы можете, кстати, в какой-то мере, да, или в каком-то проценте, может быть, надеяться на конкретного человека, на помощь. Потому что в моих раскладах, когда рыцарь пентаклей выпадает, это, с одной стороны, может свидетельствовать о взаимодействии с конкретной персоной, и это взаимодействие будет длиться долгий период времени. Иногда я говорю марафонский забег. Для кого-то из вас, может быть, и по работе какая-то ваша стезя, которая на самом деле у нас семерка пентаклей. Победа как будто есть, но ее нужно удерживать раз и как будто идти вперед. Но, тем не менее, в вашем окружении может быть тот человек, который вам может быть полезен. Дельным советом раз. И буквально, может быть, и выручит. Пусть это небольшая сумма, пусть это какой-то временный промежуток, но деньгами вас тоже кто-то может выручить. Вот это вам, видимо, тоже важно было услышать, потому что это будет что-то скоро происходить. И как будто опереться-то не на что, потому что карта информационного хаоса. Но вы именно из этого хаоса выстраиваете свою новую траекторию. Давайте узнаем, а к чему же это все идет. Чему все идет в вашей судьбе. А действительно, судьба вас выталкивает как из состояния, может быть, когда вы оказались, как в закрытом пространстве, или вы оказались вне возможности куда-то поехать. Вот мы говорили, правда, тут у нас выпадало уже, как через башню возможность куда-то отправиться, перемещаться или что-то начать менять в своей жизни. А вот что, к чему это все идет, да? Идет к тому, что заканчивается период ожидания. Заканчивается тот период, когда, были, может быть, и объективные причины, вы с чем-то не могли, либо договориться или с кем-то, например, да, или вы не могли как переломить какую-то ситуацию. Вы не могли куда-то буквально, может быть, поехать. Может быть, вы даже не могли с кем-то договариваться. У вас был, знаете, сложный период, который, может быть, граничил буквально с предательством. Когда вы почувствовали себя словно, у меня земля уходила из-под ног. К чему это все идет? Вот, кстати, мои дорогие, карта мага. Может быть, это становление мага, как вот вас, да? Магами не рождаются, ими становятся. Но я могу точно так же допустить, что вы на кого-то прежде рассчитывали. Вы на кого-то прежде надеялись. У вас с кем-то были договоренности. Маг. А вышло так, как вышло. Человек резко видоизменил свои планы,
Для вас было что-то, может быть, сродни предательства, или когда, как земля уходит из-под ног. Да, мы уже что-то распланировали. Вот представьте, когда мы в чем-то уверены, уверены в дне сегодняшнем, в завтрашнем, и вдруг мы слышим какую-то новость, а она для нас как переворачивает весь мир. И я думаю, многие из тех, кто смотрит мои расклады, что-то подобное в своей жизни в той или иной степени пережили явно. И вот я так думаю, что у вас к чему все идет, если мы спросили, да? Вот та ситуация, которую вы как раз пережили, каким-то образом будет меняться, мои дорогие. И, может быть, это меняться будет человек, который прежде был в чем-то уверен. У кого-то это совпадет, что, знаете, как зеркало друг друга, да, вы отзеркаливаете. А для кого-то это может быть та ситуация, когда вы прежде, может быть, именно с перемещением, работой, да, это связано, или осуществлением, может быть, переезда или вопроса недвижимости, что-то тут решить. И вы это сделать не могли. А вот теперь вам судьба переворачивает, как возвращает какую-то часть прошлого, и она именно так, ваша судьба, тем не менее, оказывает через обстоятельства на влияние на других людей или на какие-то, ну, знаете, как стечение возможностей, когда для вас вот в вашу жизнь возвращается сам по себе шанс. Давайте достанем карту. Ну, тут может быть, как и конкретный человек, который прежде вот как раз и для вас создал такую серую зону или вот эти разочарования, предательства. Но точно так же это может быть какой-то компонент, когда вы раньше что-то не могли оформить, а здесь как раз для вас переворачивается с новыми точно возможностями какая-то ситуация, какие-то события. И посмотрите, десятка пентаклей. Нам эта карта уже выпадала. Так вот, это к чему идет? Тут как будто сигнификация, которую мы с вами сделали, она рассказала, по сути дела, вкратце, да? Как план нашего расклада, по сути дела, так. Изобилие, процветание, договоренности. Но, видимо, вам, мои дорогие, нужно было пройти такой еще сложный путь, чтобы, как вот этому отшельнику, у кого-то буквально подняться с колен. Для того, чтобы вам вот эту силу как будто взрастить в себе. Или прочувствовать, да, что я и сама могу, или я и сам могу какую-то ситуацию преодолеть. Это можно сказать, если мы говорим о центральном ряде нашего расклада «Тройка». Сдача экзамена, я обмолвилась, что это жизненный экзамен. Действительно, вы проходите вот такой жизненный экзамен для того, чтобы, знаете, научиться себя уважать. Карта силы, карта женской силы. И у нас все-таки больше мужская сила идет по аркану маг. И может быть это история взаимодействия, пусть по работе. Но могу предположить, у кого-то будет так, когда все-таки мужчина и женщина, руководитель и подчиненный, да, или вы и ваш партнер, может быть по бизнесу, тут тоже может быть так двояко, но мы уже не будем на 100% настаивать на этом, но у кого-то и в личной жизни, ведь тут тоже может быть такая конфигурация, сложные отношения между двумя сложными людьми, и каждый самодостаточный, каждый со своими хотелочками, желаниями, приоритетами, менталитетом, взглядами на жизнь. И будет так, как я хочу, а не так, как мне кто-то что-то сказал. И у вас, мои дорогие, посмотрите, тут действительно идет новая конфигурация реальности вашей жизни. Почему? Всегда тройка, вы слышите, это карта будущего, я говорю. И здесь, если мы что-то изучаем, переделываем, перестраиваем, ну и так далее, да, вот этот экзамен, касается где-то денег и как работы в команде. То есть вот я говорила, новая общность. Но тройка жезлов – это тоже карта будущего. Это человек, как вот посмотрите, он уже как будто знает, куда он пойдет. Он знает, что для него сейчас важно. Но еще есть какие-то тысячи неопределенностей. И он словно остановился на полдороги. И понимает, что вот мне сейчас нужно что-то передумать, переиграть, переделать. Все ли я, как будто себе вопрос задает, все ли я из прошлого, то, что мне может пригодиться, готов взять в будущее. И это все происходит. Сложная трансформация между двумя людьми. Вот как-то так. Но понятно, к чему это идет. По десятке пентаклей. Но вы будете на выборе, мои дорогие. Тот выбор, который нужно делать,
буквально душой и сердцем. Вы знаете, я могу сказать, у кого касается личной жизни, потому что так, маг, а здесь у нас пятерка кубков. Вполне вероятно, это, знаете, ситуация, которая у кого-то именно связана со взаимоотношениями. И у вас сейчас, скорее всего, продолжаются отношения в той или иной мере. Я не могу сказать, что нет общения. Нет. Тут будет относиться именно к тем людям, которые продолжают контакты. Может быть, это вы вынуждены даже, да? Может быть, тут ведь по-разному будет. Может быть, даже для кого-то был развод. Вот, кстати, потому что аркан башня. Но, значит, есть еще центр интересов, или приготовьтесь к тому, что если сейчас вы общение осуществляете по необходимым каким-то темам, тут, скорее всего, и общение будет продолжено, потому что как новые интересы вступят в силу. И, может быть, именно поэтому вы окажетесь на таком выборе. Поэтому к выбору тоже приготовьтесь. Тут, знаете, новое качество жизни, которые начинаются с неожиданностей. Поэтому, может быть, нам карты и говорят, трансформация. И как для вас, так и для другого человека. Трансформация системы самой по себе. К чему приготовиться? Давайте такую карту и совет, и к чему приготовиться. Что же будет дальше? Что из этих неожиданностей получится дальше? А вот и получится, что придется держать баланс, да, карта жонглера. Мало того, что по финансам, хотя нам много раз сказали, что деньги есть, деньги будут, но для вас, правда, знаете, как подушку финансовой безопасности нужно создать. Потому что, ну, это один из способов взаимодействия с миром. И, может быть, благодаря где-то финансовым возможностям вы для себя сможете решить какой-то вопрос, получить какой-то документ. Возможно, вам и придется именно на финансы с каким-то человеком, как я говорила, по рыцарю Пентаклей, взаимодействовать. И вот этот двойной баланс, да, вот как у этого человека. Мало того, что монеты не упустить, так еще и на качелях. Ну-ка ты покачайся, пожонглируй. Вот что-то такое, к чему приготовиться в вашей жизни будет происходить. Еще к чему приготовиться. Но будут радости, приятные новости, мои дорогие. Будет больше вдохновения. Это точно, к чему приготовиться. К шансу, к возможностям, к получению денег. От чего-то не отказаться. Но и правда, посмотрите по королю Пентаклей. Может быть, кто-то проходит очень сложную трансформацию во взаимоотношениях. И пусть у кого-то работа или какие-то сложные договоренности, а у кого-то и личная жизнь. Но вот то, что уже отмерено нашей судьбой, или то, что прописано, как в небесных скрижалях. Мы как будто не уйдем от этого. Вот для вас, наверное, действительно новое качество жизни необходимо создать даже из того, от чего вы сейчас можете оттолкнуться. Мы не говорим, что мы все перечеркнули и сказали, да нет, это все какая-то ерунда, я тут вообще все готов разрушить. Нет, мои дорогие, видимо, приготовьтесь к тому, что даже пусть у кого-то расставания какие-то происходят или будут происходить, но как минимум до конца 2026 года. Так вот, для вас, скорее всего, с учетом планетарных транзитов Сатурна, какая-то история может буквально вплоть до 11 декабря как-то, знаете, напоминать шаг вперед, шаг назад. И, видимо, пройти по ситуации, как мы уже не раз говорили с вами, вокруг себя сплотить более надежных людей. Перекладывайте на себя, вот так вот с неожиданностей начинаются те дела, которые для нас и создают уверенность, надежность и стабильность. Я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы мне пишете добрые комментарии. Благодарю за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.